Фермер был очень удивлен, обнаружив на территории своей фермы несколько брошенных котят. Мужчина пожалел бедняжек и забрал их домой, но он был шокирован, когда питомцы выросли и оказались на самом деле совсем не безобидными кошками. Патрик был фермером, так же, как и его отец. Целый день он работал в поле, и эта работа приносила ему настоящее удовольствие. Также у Патрика были несколько коров и коз, которые днем паслись на лугу, а вечером фермер загонял их в большой сарай. Однажды утром фермер зашел в сарай, чтобы выпустить на поле коров и коз, а также, чтобы достать из дальнего угла необходимые для работы инструменты. Потянувшись за инструментами, мужчина едва не вскрикнул от удивления и замер на месте, так как прямо перед ним на сене устроились несколько пушистых, бездомных котят. Они были довольно крупными, а Патрик подумал о том, что он раньше никогда не встречал представителей этой породы. Мужчина потянулся к детенышам, собираясь взять их на руки, чтобы получше рассмотреть, но котята неожиданно ощетинились и зарычали, не желая подпускать к себе чужака. Патрик осмотрелся вокруг, но матери кошки нигде не было видно, а значит, вряд ли она привела сюда котят. Также маловероятно, что их подбросил кто-то из соседей, так как ферма Патрика находилась на значительном расстоянии от других строений. В общем, появление пушистых комочков в сарае пока было настоящей загадкой. Но ответ на этот вопрос можно было узнать позже, гораздо важнее было решить, что сейчас делать с брошенными пушистиками. Сначала Патрик принес в сарай несколько маленьких кусочков мяса и бросил их животным. Однако незваные гости только с интересом понюхали предложенное угощение, но отказались его есть. Похоже, что котята все еще не могли пережевывать твердую пищу, несмотря на их внушительные размеры. Патрик понял, что без его помощи животные пропадут, так что нужно было срочно что-то делать. Фермер надел толстые перчатки и аккуратно сложил недовольных котят в большую корзину, после чего закрыл ее крышкой. Затем мужчина отнес котят в дом и выделил для них небольшую комнату, в углу которой он положил несколько старых одеял, чтобы животные смогли на них удобно устроиться. Патрик старался не беспокоить котят, так как присутствие человека явно их нервировало. Нерешенным оставался только вопрос с кормом. Тогда Патрик разогрел немного молока, налил его в миску и поставил перед детенышами. Котята с осторожностью обнюхали миску, а затем с жадностью набросились на предложенное угощение. Фермер вздохнул с облегчением, понимая, что странные котята теперь точно не умрут от голода. Так прошло несколько дней, котята быстро привыкли к своему новому жилищу и начали там играть, проявляя свой озорной и игривый характер. Мужчина несколько раз в день заходил в комнату к детенышам, чтобы принести им очередную порцию молока и прибрать за ними беспорядок. Через пару недель котята перестали бояться человека и начали подпускать его к себе гораздо ближе. Однако Патрик прекрасно видел, что это не обычные домашние питомцы, а похоже какая-то очень редкая порода или гибрид животных. Вскоре котята начали есть мясо, поэтому фермер стал все чаще добавлять его в рацион животных. Кроме того, котята были не слишком ласковы с хозяином и не ластились к нему так, как это делают обычные домашние питомцы. Конечно, животные были благодарны человеку за его неоценимую помощь. При этом все котята были очень энергичными и невероятно очаровательными, поэтому Патрик подолгу с удовольствием наблюдал за их играми во дворе или охотой за грызунами. Со временем мех у котят стал очень густой и плотный. Несмотря на довольно необычное для домашних кошек поведение, мужчина привык к своим новым питомцам и дал им обычные кошачьи клички, на которые они со временем стали откликаться. Так прошло несколько месяцев, а найденные в сарае животные за это время значительно выросли и стали полностью самостоятельными. Патрик был очень рад такому соседству, ведь красивые кошки не только радовали его своими играми, но и помогали фермеру бороться с периодически появляющимися на территории грызунами. Иногда кошки даже позволяли доброму мужчине гладить их по спине, а фермер удивлялся тому, насколько мягкий и густой мех был у его необычных питомцев. Однажды, когда у Патрика заболела одна из коров,
ему пришлось вызвать ветеринара. Осмотрев заболевшую корову и назначив ей необходимые процедуры и лекарства, ветеринар обратил внимание на необычных котов, играющих между собой рядом с домом фермера. Ветеринар подошел поближе, чтобы рассмотреть питомцев, но это не понравилось животным, которые, испугавшись незнакомца, как обычно спрятались между камнями. Тем не менее ветеринар успел разглядеть кошек и с удивлением спросил у Патрика, откуда у него эти животные. Фермер объяснил, что несколько месяцев назад он нашел их в сарае и выкормил, а ветеринар расплылся в широкой улыбке и шокировал Патрика неожиданной новостью. Оказывается, все это время он ухаживал не за обычными кошками, а за настоящими дикими хищниками из семейства кошачьих. Это были манулы, которые внешне напоминают домашних котов и очень редко попадаются на глаза людям в дикой природе, поэтому далеко не все знают, как они выглядят. Эти хищные кошки великолепно маскируются, поэтому даже если человек случайно встретит их в дикой природе, то скорее всего он пройдет мимо, не заметив спрятавшегося манула. Кроме того, во всем мире осталось очень мало этих удивительных животных, и они даже находятся под угрозой исчезновения. Найденные в сарае детеныши, похоже, по какой-то причине остались без своей матери и решили укрыться в здании. Возможно, маму манула убили браконьеры, желающие заполучить ее ценный мех. Малышам повезло, что Патрик пожалел и приютил их, иначе их точно ждала бы печальная судьба. Узнав невероятную правду, фермер был с одной стороны очень удивлен, а с другой он был невероятно рад тому, что смог спасти представителей вымирающего вида. Патрик и ветеринар сразу же связались с представителями природоохранной организации и сообщили о своей необычной находке. Для экологов это была уникальная возможность помочь подросшим манулам, обеспечив им необходимый уход и заботу. После того, как специалисты убедились, что все манулы здоровы и их жизни ничего не угрожает, их выпустили обратно в дикую природу, чтобы они продолжили восстановление популяции этого уникального вида животных. Спасибо, дорогие зрители, что дослушали до конца. Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.